Всем привет! В нашем сегодняшнем видео мы рассмотрим обновленную версию комбиков Blackstar ID Core. Это у нас уже третья версия. И у нас представлен весь модельный ряд. Это комбик Stereo 10, Stereo 20 и Stereo 40. Перед тем, как перейти к детальному рассмотрению этих самых аппаратов, расскажу об отличиях. Они тут минимальные. По эффектам, усилителям тут все идентично, в принципе. Отличается только мощность и размер динамиков, соответственно. В самом маленьком у нас динамики везде по 2 штуки. Мощность 2 по 5, динамики 3-дюймовые. Здесь у нас 5-дюймовые динамики 2 по 10. И здесь у нас 2 по 20 и динамики 6,5 дюймов. Для большей реалистичности, то есть так, как будете слышать комбик при использовании вы, ну и, соответственно, мы здесь в студии, мы будем записывать комбик стереопарой, и в качестве подопытного образца мы взяли средний вариант от Stereo 20. Ну что ж, переходим к рассмотрению панели управления комбиком. Тут все просто достаточно. Итак, у нас есть регулятор выбора 6 звуков, либо там пресеты можно забить, либо просто усилители пощелкать. Дальше гейн, громкость и эквалайзер — это местный встроенный эквалайзер ASF, который не трехполосный, а достаточно хитрый эквалайзер. Мы его потом отдельно покрутим, послушаем. Дальше у нас 3 типа эффектов по 4 штуки: модуляция, дилей, ревер. Ну и всякие громкости, тэп-темпо. В принципе, все достаточно просто и очевидно. Ну еще вход для футсвича есть. Давайте теперь познакомимся с эмуляцией. Тут у нас 6 усилителей, и начинаются они по логике с самого чистого до самого перегруженного. Ну, первый звук у нас вот такой. Просто чистый звук — это скучно, поэтому добавим модуляции, послушаем. Дальше у нас для любителей поквакать. И тремоло. Ну и вместо модуляции теперь давайте добавим ревер. И здесь, собственно, уже становится понятно, зачем же тут стерео. У нас эффекты в стерео, особенно дилей работает. Сейчас тоже послушаем. С длиннющими хвостами, с такими. Ладно, вернемся к усилителям обратно. Следующий у нас чистый, но слегка подгруженный. Ну и сразу же рассмотрим еще одну функцию интересную. Мне очень нравится у Blackstar эквалайзер ASF. Это не обычный трехполосный эквалайзер, а достаточно хитрый, который меняет в целом тон от более открытого, звонкого к более глухому, такому мутному, так сказать. Тут уже под ваши вкусы. Ну давайте на этом пресете попробуем от крайних положений, послушаем, как оно влияет.
Собственно, я думаю, понятно, в крайних положениях это либо слишком тонкий звук, либо слишком бубнящий. В средних положениях процентов 30 туда-сюда очень даже неплохо звучит, так что можно звук подкорректировать под свои нужды, под помещение, в котором вы играете, ну и так далее. Ну что ж, возвращаем эквалайзер в исходное положение. Мы вот для себя нашли примерно вот такое. Оно как-то звучит, не бубнит. И слушаем дальше усилки. Пошел метальчик. И давайте еще соберем лид-звук на основе последнего усилителя и добавим туда мой любимый хорус и дилей. Добавляем модуляцию, вот у нас дилей. И смотрите, темпа заморгало, мы можем подкорректировать под наш необходимый темп. Ну, допустим, такой темп захотелось, послушаем. Естественно, звуками усилителей, моделированием, то есть и эффектами функционал комбика не ограничивается. Все три представленных экспоната у нас могут работать в качестве аудиоинтерфейса, то есть звуковой карты вы можете подключить комбик к компьютеру и писать свои демо. Кроме того, есть приложение под названием Architect, которое ставится на компьютер и позволяет более гибко настраивать и заливать пресеты. Плюс там есть возможности регулировки и настройки кабинетов. И еще одна интересная деталь. Когда мы распаковывали комбики перед съемками, в коробочках обнаружилась вот такая бумажка, на которой нарисован Power Bank. Честно говоря, это удивило, собственно, я поэтому бумажку и показываю. Такое я вижу впервые. Значит, бумажку положили, но сам Power Bank в комплект не положили, поэтому такая опциональная покупка, как и FOTSwitch, собственно, который в комплекте не идет, но возможность подключения есть. Так вот, этот Power Bank дает до 14 часов автономной работы комбика. Там, правда, не сказано 14 часов какой модели, но все равно время достаточно солидное, и вот эта опция, она дает плюс 10 к транспортабельности комбика и отсутствие вот необходимости заморачиваться с аккумуляторами. То есть тема с аккумуляторами это не новая, на многих комбиках оно есть, но Powerbank это как-то моднее, удобнее и функциональнее. Что же можно сказать о комбиках в итоге? Для начала о звуке. Эмуляция хорошая, качественная, нет каких-то вырвиглазных таких мерзких звуков усилителей. То же самое можно сказать об эффектах, все в кассу, нет избыточности, но для большинства задач этих эффектов хватит. И пару слов о функционале и о габаритах. Есть у нас больший собрат, который будет за счет большей мощности и размера динамика звучать более плотно, более качественно, что ли, объемнее. И есть меньший собрат, который будет звучать более зажато, скажем так, но зато он более транспортабельный и мобильный. Кроме того, хотелось бы похвалить фишку с Powerbank. Это действительно такое новшество, приятно удивившее. Такого я нигде не видел. Может, где-то есть. Если что, пишите в комментариях. Но я вот встречаю это впервые. И что еще? Приложение. Ну и функционал в качестве звуковой карты. Так вот, куда, собственно, без этого функционала в 2021 году, так что это тоже в плюсик запишем. Ну а по поводу применимости этих комбиков, это все-таки больше такие диванные товарищи. Вот для диванных войск этот более стационарный, а вот эти, на мой взгляд, более мобильные.
Обязательно напишите в комментариях, какой из этих 3 комбиков вы бы выбрали. И, естественно, нажмите на лайк, колокольчик, подписку. И всем до скорой встречи в новых видео. Ты добавил какой-то рейд Хоруса вместо... Кого? Чего? Рейд Хоруса сильно добавил, жесткий, да. Вот с этого момента. Сейчас. Там ривер просто какой-то был. Вот. Сразу стерео. Потом ставить, чувствуете, какой шрифт?